Привет, меня зовут Юрий. Я владелец 3 ресторанов. А еще я много путешествую, интересуюсь гастрономическими традициями разных стран и рассказываю о них на этом канале. На этот раз я отправляюсь в Тоскану. Вместе мы погрузимся в живописные виды Тосканы, посетим места, где выращивают великие вина, но самое главное, я поведу вас в массу вкусных ресторанов, где мы познакомимся с нетривиальными блюдами Тосканы. А стартуем мы в одном из самых красивых городов Тосканы – в Сиене. А точнее, в самом ее сердце – на Пьяцца ди Кампо. У меня уже забронирован ресторан для ужина, а пока предлагаю прогуляться улицами этого замечательного города. Сиена, как и вся Тоскана, очень туристический город. Мы сознательно приехали в конце ноября, когда улицы относительно безлюдные. Прогулка этим магическим городом производит по-настоящему завораживающее впечатление. Но я не travel-блогер, поэтому давайте просто молча любоваться. Не знаю, как вы, а я уже проголодался. Отправляемся на ужин в первый ресторан. Ресторан Каза Туа. А вот это, ребята, вот эта паста, она с козой, с тушеной козой. Это вкусно. Там еще картошка есть. Представляете себе? Паста с картошкой и рагу из козы. Но кроме картошки, пасты и рагу из козы, здесь еще шпинат. И вот эта комбинация очень вкусная. Ну вот я в ожидании основного блюда, мне принесли вот такую вместо ножа, такую секиру, топорик. Ну посмотрим, для чего она нужна. Подоспела паста с белыми трюфелями. Ну как же без трюфелей, в сезон трюфелей-то. Таgliatelle с белыми трюфелями. Пахнет невероятно. А вот для чего этот ножик.
Сейчас будем разделывать запеченное говяжье ребро. Мягкое. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите. Жирком. Фантастика. Ужин был великолепный. Но, как говорят китайцы, после ужина нужно 15 минут походить. Новый день и новое приключение. На этот раз мы отправляемся в деревеньку Монтальчино. А известна она любителям вина прежде всего по знаменитому вину Брунелло ди Монтальчино. Ну, то есть Брунелло из Монтальчино. И хотя сейчас поздняя осень, посмотрите на эти потрясающие виды, открывающиеся из этой деревеньки. А прежде чем есть, давайте немного погуляем по этому милому городку. Сезон хурмы в самом разгаре. А кто-то уже занялся уборкой урожая. Вот еще одна классная, интересная штука. Это поджаренный хлеб и на нем протушенный лук. И он потом превращен такой, ну как в пюре. Очень вкусно. Такое хорошая осенняя согревающая закусочка. А вот это, ребята, осенний суп из белых грибов по тосканскому рецепту. Как видите, он очень густой, много белых грибов, хлеб. Будем пробовать. Очень вкусно. Супер. Такой домашний супчик из белых грибов. Пора релаксануть. И поэтому мы отправляемся в городок, скорее поселок, Баньо-Виньони. И по множеству вот таких каналов горячая вода температурой 52 градуса стекает вниз по скалам. Да, вы правильно догадались. Мы в знаменитых тосканских термах. Здесь вода поступает с глубины 1000 метров. Представьте себе, 1000 метров. А известны они еще со времен римлян. А еще именно здесь Тарковский снимал свой знаменитый фильм «Ностальгия». Вы себе не представляете, как замечательно приезжать в Тоскану в нетуристический сезон. Это невероятная атмосфера, нет этих очумелых, сумасшедших туристов. Все тихо, мирно, замечательно. Давайте я проведу вас по одному из 3 термальных отелей. По отелю Ла Поста. Ну вот такой ретро-стиль,
Все в очень хорошем исполнении, очень качественном. Классная, приятная атмосфера. Ну, конечно, немного олдскул. К счастью, и в отеле, и в ресторане мы видели не только седовласых дедушек, но и достаточно много молодых людей. Ну вот такая помпезная, типичная итальянская атмосфера ресторана. Здесь тоже белые трюфеля, электронные весы, ну и все подобные фокусы. Но привлекло нас сюда не это, а блинчики креп-сюзет. Это типично французское блюдо, сейчас крайне редко встретить даже во Франции. Поэтому мы решили заказать его и попробовать, как же это выглядит в Италии. Кроме дорогих ингредиентов, самой главной составляющей этого блюда является, конечно, шоу у стола, когда весь ресторан наблюдает за тем, что происходит только у вашего стола. Когда-то во французских ресторанах сначала перед вами жарили блинчики, а затем фламбировали их. Но сейчас блинчики просто приносят готовые и остается только шоу. Возможно, вы услышали в моих словах сарказм. Простите, это профессиональная деформация. Зато термальный бассейн действительно знатный. Красивая территория, несколько зон, огромный бассейн и, конечно, потрясающие виды. Новый день, и мы отправляемся еще в одно знаменитое место. Место с великими винами и великой тосканской гастрономией. Это городок Монтепульчано. Всюду, просто всюду на каждом свободном кусочке земли оливковые деревья. Урожай почти собран. Вы только посмотрите на эту завораживающую, уводящую вдаль дорогу. Это не езда, это сплошная медитация. Вот они, знаменитые виноградники Монтепульчано. Великие вина выращивают именно здесь. Ее зазимовали, как видите. Лоза ждет
весны. Это Монтепульчиано. И вот такие виды, ребята, просто сносит крышу. Невероятная красота. А как вам вот такая терраска с видом на виноградники и на долину возле Монтепульчиано? Здесь можно съесть сырка, выпить вино, съесть солями и никуда не торопиться. Просто жить. Ну, это, конечно, рай любителей качественного вина. Вот еще одна прикольная комбинация. Это паштет в такой шоколадной глазури и такой гель из целлера, из сельдерея. Ну и лучок. Как обычно, лучок везде в Тоскане запеченный. Становится холодно, для того чтобы согреться, запекают лучок. Равиоли с голубем. Говяжьи щечки, тушеные в вине 50 часов. Это фантастика. Не, ну вот обычная лавка. Это я о культуре. Да, о культуре еды, о культуре продуктов. Обычная лавка. Ничего особенного. Это уже виды из Монтепульчиано. Уже 40 минут еду по каким-то разбитым дорогам, неосвещенным. Серпантин, ни одной живой души. И где-то на конце всего этого испытания должен быть ресторан со звездой Мишелин. Ребята, абсолютно мертвая деревня, ни души. Только собаки гавкают. И здесь ресторан со звездой. Ну, просто невероятно. Это может быть, наверное, только во Франции. Или может быть еще вот где-нибудь в Тоскане. Ребята, реально очень красивое место, интересный дизайн, такой совершенно необычный. Вы только посмотрите на этот комплимент от шефа. Это все, что растет у них в огороде. Красота какая. Это бульон из белых грибов
с белыми трюфелями. Вы только посмотрите на этот дизайн. Фантастика. Ну, я вам скажу так, с моей субъективной точки зрения, конечно, тосканские белые трюфеля очень сильно уступают белым трюфелям из Пьемонта. Ну, у них практически нет ни запаха, ни вкуса, и это очень далеко от пьемонтских трюфелей. Маленькие равиольки с голубем. Красота какая. Ребята, это прямо очень вкусно. Невероятно вкусно. It is potatoes puree with the rosemary. Prego. Вот такая еда Мишелин Стар ресторане. Почки и картофельная пюрешка с розмарином. Прикольно. Десерт я уже не смог осилить, и это преддесерт. Это такой комплимент от ребят от ресторана. Как видите, преддесерты подаются в таком характерном для Тосканы стиле, где мы везде видим кипарисы, и вот здесь преддесерты тоже оформлены с кипарисами. Это не только красиво, но и такая последняя эмоциональная точка для всего замечательного вечера. Прежде чем двигаться дальше, давайте поговорим немного о сладком. Итальянцы известные сладкоежки. Большая часть Италии завтракает сладким. Поэтому и завтраки называются сладкими завтраками. Нет смысла перечислять все виды сладостей. Просто смотрите и читайте. А вот еще один изумительный городок. Пьенза. Абсолютная тишина, идиллия, красота. Давайте просто, молча, без болтовни, погуляем по этому прекрасному месту. А вот и Пьенза деликатесная. Эти богатства в маленькой лавке, которая в Италии называют салюмерия. И еще одна специальность, которую я пробую здесь, это трипа, ну или требуха, желудок говяжий.
на монтепульчанский способ. Очень вкусно, ребята. Прямо... Это половинная порция. Вторую половину ест моя жена. Папардelle и рагу из ягненка. Ну и как же без ребер ягненка? Конечно, тосканская кухня без ребер ягненка — это не тосканская кухня. Пора домой, но с пустыми руками я отсюда не уеду. Конец ноября. Просто лавка на улице. Невероятное изобилие, и это только часть. Не, ну вот вы только посмотрите. Здесь 4 вида баклажан. Самые разные. Обычные черные. Фиолетовые. И это зебровые. Белые. А бэби-цукини, вы только посмотрите на эти бэби-цукини. Фантастика. И помидоры. Помидоры, помидоры, помидоры. Ошалеть можно от этого выбора. Ребята, это просто бомба какая-то. Это что-то невероятное. Просто лавка на улице. Фантастика. Зима, ребята. В большинстве мест мы привыкли есть только кислую капусту. Hi YouTube! Красава. Икра из белых баклажанов получилась нежная и безумно вкусная. There you go. Okay.